Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Мнер, и сегодня у нас последнее отчетное видео по игре в кальмара. Вчера я сыграл свою последнюю игру, вот этот персонажик у меня вчера отыгрался, и как видите, у него тут осталось 1 час 45 минут, когда у него закончится контракт, и это мой последний из магикан, так сказать. И сегодня обсудим, что у меня получилось заработать за последнее время. Я делал несколько видео, в котором рассказывал, какие были последние самые прибыльные стратегии в этой игре. Когда можно было залетать, вот когда шла распродажа последних контрактов, можно было на панике, люди продавали игроков дешево, а это было очень глупо. Я снимал видео отдельное, вот, например, вот это вот, окупился за месяц, там 400% годовых. Например, вот посмотрим, какие команды собирал я в те времена, вот за месяц, там за 2 даже до распродажи последних контрактов. Какое было математическое ожидание от команд и сколько в итоге я получил. Вот это, например, команда, видите, была такая смешанная. Здесь были игроки на 2000, 2300. Это я, наверное, собирал уже самый последний. Ну да, поскольку контракт здесь заканчивается самый последний, это было самое последнее, что я покупал. Самые прибыльные игроки были, это самые дешевые, там по 300-500 энергии. Если их покупать, там по 3 БСВ. На втором месте, ну и самые разумные были, это игроки в районе 1000. Они стоили по 12 БСВ. И ну, их можно было легко, то есть на один аккаунт у вас там 2 дешевых автобуса, 6 человек помещалось, то есть это было такое самое оптимальное, то есть брать игроков по 1000, я брал игроков и по 1000, и по 2, и в общем-то в таблицах вы это сейчас все увидите. Так, последние контракты были проданы 7.06 получается. Их было, да, 384 последних контракта были проданы, то есть получается с 7.06, так это уже и есть у нас, получается, ну, завтра, точнее послезавтра, 7 числа, у всех людей закончатся контракты. То есть это кто купил в последний день, у того через 2 дня закончатся контракты. Я этот момент, кстати, прозевал, да, на чем потерял пару сот БСВ. Я хотел закупиться еще напоследок, но замотался и заметил поздно. Вот я в последний день, где-то вот до 7.06 уже вспомнил об этом, но это было после обед, и контрактов уже не было, к сожалению. У меня как раз там было, по-моему, 13 тысяч SE энергии без контрактов пропало. То есть я реально протупил немного. Еще интересный момент, что смотрите, вот 7.06 еще кто-то даже автобус. 4 автобуса кто-то покупал. По 30 баксов вообще, это, не знаю... Это кто-то с Луны свалился. В общем-то, вот так вот выглядят мои таблички. Ну, они уже, конечно, немножко стали хаотичными. Здесь я ввел вот аккаунт 1, там 2, 3, вот 4, 5 разные аккаунты, на которых у меня были мои игроки. По-моему, в последний месяц я доигрывал, у меня было примерно там 45 тысяч SE энергии на все аккаунты. Ну, что-то вроде того. Тут было типа... Видите, тут было там 7 тысяч, вот. Здесь было вот 21 тысяча у меня было на одном аккаунте, примерно столько же было на втором, потом вот аккаунт на 5 тысяч, на 4, на 12, на 6, короче, но оно со временем все менялось, но примерно так выглядит таблица, еще и команды докупались, игрались в разный день, короче, было немножко неудобно из-за того, что куча разных игроков с разной энергией, нужно было их подтасовывать. Ну, как видите, я разделял. Вот здесь играю, допустим, на 3000 и на 6000 энергии. Здесь один аккаунт весь на 6000 энергии. Здесь аккаунт, видите, был 2 игры на 5 и на 4000. Ну, здесь на 6 и на 4. Здесь 2 по 6 было. Ну, и вот так вот, короче, я вел себе учет. Вот в этой табличке я просчитывал, сколько стоит игрок. Вот, допустим, игрок на 1000 энергии стоит 11 БСВ. Ожидаемая от него прибыль это в районе 2,3 икса. То есть 2 с чем-то икса. Это если их купить вот 6 штук, то мы суммарно потратим $66, заработаем 150 с 6000 игры. Ну, вот так вот я примерно прикидывал, рассчитывал. Здесь нету расчетов на самых дешевых игроков, ну, там дальше вы увидите. Вот считал вот по 2000, по 1500, по 1400, кого сколько лучше брать. Вот видите, как тут как раз одна из команд вот на 5000 вот так вот собиралась. 1700, 1800, 1400. Видите, покупались 22, 22, 13. Видите, какая разница. За 1400 можно было купить за $13, а 1800 уже стоит 22. То есть намного дороже. А вот оптимальная была команда даже вот по 1300. Как видите, можно было купить по 12. Вот 3 игрока по 1300 дают 4000 энергии. То есть суммарно ты там тратишь 37 БСВ, а ожидаемая доходность получается 97 БСВ. Ну и 2, либо же 2,6 икса. Ну вот так вот примерно я прикидывал, какие команды, в какие игры, как лучше собирать. Ну и давайте теперь перейдем к практике.
Смотрите, допустим, возьмем мои последние аккаунты, которые были с нуля куплены. Вот 10-й аккаунт, вот игроки, такой у них номер, вот цена в BSV, то есть суммарно было куплено, вот и у игроков, как видите, в районе 1000 энергии, они покупались, видите, по 10-11 BSV, суммарно на 6 игроков было потрачено 56 BSV. Ну, тут один сюда добавлялся на 500 энергии, чтобы добить команду до 6. Ну, я, по-моему, тут какого-то игрока потом качнул, просто плюс 200 энергии, у меня ровно 6000 было. То есть на контракты нужно было потратить 427, ожидаемый доход, ну, по таблице, по расчетной таблице. По вот этому вот файлу, вот по вот этой таблице, расчетный доход у нас там 586, либо 150 чистыми. Вот 586 за 6000 игру здесь и написано. И вот тут здесь написано реальный доход, сколько я реально забрал. Ну вот я где-то сюда их вписывал. 10-й аккаунт, 623 у меня здесь стоит. Вот 623 это цифра. То есть это сколько реально было на кошельке на момент, когда я оттуда забирал. То есть ожидалось 586. Как видите, этот аккаунт сыграл с большей вероятностью. Насколько, давайте большую посчитаем, равно вот это разделить на вот это. То есть на 6% вероятность оказалась лучше. Если у нас ожидаемая вероятность была 94%, то здесь, получается, на этом аккаунте я ни разу не проиграл. Потому что я получил все 100%. Ну, вот как раз у тебя, вот видите, 94, а у нас на 6% больше. То есть ровно 100%. То есть я ни разу не проиграл, и потому доходность у меня составила здесь 249%. Если считать 56 BSV, потраченных на покупку NFT-шек игроков, то это 2,5 икса. Кто-то может сказать, ну нужно же было потратить еще на контракты 427 BSV, ну вот я цифры сюда написал, как бы, но для меня это абсолютно не важно было, потому что эти BSV я не покупал, они у меня были, я по факту всего лишь дал в аренду свои BSV, то есть я могу спокойно себе считать, я вот купил на 56, заработал 139, я получил 2,5 икса с этой команды. Если же кто-то хочет посчитать совсем справедливую доходность для всех, вот кто бы хотел как бы зайти, то вот можно вот так вот посчитать, да, допустим, мы берем, сколько я заработал в реале, 623, и делим это на сумму потраченного, то есть на сумму цены NFT 56 плюс 427, сколько я потратил на контракты. То есть это все равно составило 28%, ребята. Нормально так, 30% за один месяц прибыль. Это даже с учетом, если вы BSV свои покупали. Очень, в общем-то, хорошо получилось. Идем дальше. Допустим, 12-й аккаунт. Как видите, у меня было здесь 2 игры. Суммарно 9000. Я играл 2 игры. В 5000 и в 4000 я играл. Так, на 5000 команду было потрачено 57 BSV. Как видите, здесь игроки, видите, 1400, 1800, 1700. А вот предыдущая команда на 6000 игроков, на 6000 SE обошлась в 56. А здесь на 5000 обошлась в 57. То есть игроки более мелкого всегда более эффективны, более выгодны. Но их меньше помещается на один аккаунт, не прокачанный. Всего у нас, как вы знаете, ограничение в 2 автобуса. А 2 самых оптимальных автобуса это трехместные автобусы. Потому основной расчет был на аккаунт с 6 игроками. И потому я так компоновал. Как видите, здесь 3 игрока и здесь 3 игрока. Получилось 2 команды по 3 игрока на 5000 и на 4000 энергии. Вот на 4000 энергии команда вот обошлась в $37. Суммарно я потратил, ну не долларов, а BSV, 94,7 BSV, чтобы собрать 2 команды на суммарно 9000 энергии. Суммарно контракты обошлись в 661. Реальный доход вот здесь не 873, это, видите, оставалось еще 7 дней, реальный доход 857. Как бы давайте подтвердим, вот эта вот команда, видите, 3 игрока 1300, 1300, 1300, они играли в 4000 игру, и вот команда 1400, 1700, 1800, она играла в 5000 игру, и вот 857 BSV на этом аккаунте. 857 BSV, то есть ожидаемая прогнозная доходность была 876, заработал я 857. Ну, здесь получается все сошлось. Чистыми я получил 120 BSV. Вложил 97, заработал 120, то есть 127% от вложенного. Ну, опять же, я дальше не буду уже считать суммарные затраты с контрактами. Я буду считать свою чистую прибыль. 97 потратил, 120 сверху заработал. Ну, это такой получился у меня какой-то, наверное, самый неудачный аккаунт. 9-й аккаунт, было здесь 2 игры, вот на 4000 из 2 игроков и на, получается,
и на 6 тысяч. И на 6 тысяч суммарно на 10 тысяч. Прогнозный доход был 957. Реальный полученный 1010, ну отсюда нужно отнять вот этих 37, потому что я туда перекинул еще одного игрока на 1000, который отыграл 5 игр или сколько там игр отыграл. Ну, в общем-то, 973 получается примерно чистыми, то есть прогноз совпал с реальным ожиданием, то есть там был один, по идее, проигрыш. То есть на NFT-шки я потратил, да, 94, заработал 138. Как видите, здесь чуть повеселей. Картина очень похожа, да. Здесь было на 9 тысяч, потратил 94. Здесь была команда на 10 тысяч. Здесь даже не так, ребятки, было. Это 94, здесь обошлась команда только вот этих вот ребят. Видите, насколько, ну, невыгодно брать двухтысячных ребят, потому что 94, там я за 94 доллара купил команду на 9 тысяч, а здесь я за 94 доллара купил команду только на 6. Ну, я осознанно эти цифры, конечно же, видел, знал. Суммарно вот команда на 10 тысяч обошлась 155 БСВ, на контракты было потрачено 716, получена прибыль 973. То есть чистыми получилось, вот видите, считается 155, 716, 38% в плюсе. 138 БСВ чистыми я положил себе в плюс. То есть это не проценты, я тут, может, оговорился пару раз, зелененькими, это чисто в БСВ. Сколько вот проценты вот были, а это чисто в БСВ. Как видите, по формуле я от своей прибыли, ну здесь я считаю 1010, минус 716 и минус цена всех NFT 155. То есть это чистыми у меня осталось 138 БСВ. Ну, то есть, как бы видите, уже цифра считается такая неплохая, 139, вот 120, уже вот 400 БСВ я насчитал, это только мы посчитали 3 аккаунта, 10, 12 и 9. Давайте, кстати, заглянем на 9 аккаунт. 9 аккаунт, да, вот мы с него, собственно говоря, начинались, вот 1010, но вот этот игрок, который еще не закончился, он сюда был добавлен. Здесь команда изначально была команда без этого игрока. Ну, а теперь давайте самое интересное, да, вот это вот самая дешманская команда, о которой я снимал отдельное видео, и она обошлась, смотрите, 14 игроков с энергией в средней там 350, суммарно на 5000 энергии эта вся команда обошлась меньше, чем 36 БСВ. Это вот просто был топчик команда. На контракты было потрачено 361 БСВ, прогнозный доход был 486, реальный полученный был 512. То есть, получается, здесь я тоже не проиграл ни разу на этом аккаунте. И получил я чистыми 115. То есть, потратил 35 БСВ, чистыми сверху, уже за вычетом всего, получилось 115. То есть, 320% прибыли за один месяц от вложенных 35. Ну, если считать, как я говорю, что 360 БСВ я дал всего лишь в аренду. Ну, неплохая такая аренда, да, под 300% в месяц. Я готов давать хоть каждый день под такие проценты. 7-й аккаунт, видите, здесь игроки были по 2000, ровно 6 игроков, по 36-8 БСВ они покупались. Суммарно потрачено 224 БСВ. Это вот, видите, самая такая невыгодная, можно сказать, команда, да, самые дорогие игроки по 38 БСВ, это очень дорого, а вот тут мелочь, видите, по 2.50, по 2.60 покупалась, потому и 320% прибыли. Набор команда для ленивых по 2000, купил просто по 2000 ровно, это максимально вкачанные игроки какого там третьего уровня получаются, по 38 БСВ, на контракты пришлось потратить аж 850 БСВ. Прогнозный доход был 1172, реальный 1163, то есть чистыми получил всего лишь 84 БСВ. Это абсолютно неплохо, 38%, ребята. Ну, 38% от вложенных. Такую команду я тоже собирал, почему нет? Опять же, БСВ у меня были, я их не покупал, для меня это просто был, ну, способ заработать. 84 БСВ тоже на дороге не валяются. И 6-й аккаунт, здесь у нас получается 4 игрока по 2000, видите, здесь даже один игрок за 25 БСВ был куплен на 2000. И вот эти вот игроки покупались по 35, видите, подешевле, то есть раньше они покупались. И было 2 команды, 3 игрока суммарно на 6000 энергии, и еще 2 игрока по 500 было докуплено. Я, правда, не помню, почем, написал так от балды 4, может быть 5 они стоили, а может и 3, кто его знает, когда их купил, где-то они у меня потерялись в моей истории. И на 3000, то есть 6000 и 3000 суммарно получается на 9000 энергии. 137 БСВ было потрачено на игроков, 640 на контракты, прогнозный доход 881, реальная остача на аккаунте 886. Ну там
плюс-минус 10-20 БСВ могут гулять. Я же там в ставгейм играл, там туда-сюда могли куда-то там перемещаться. Ну, в общем, будем считать, что здесь 100% совпадение. 100 БСВ в плюсе, ребята. Очень хороший результат. 137 вложил, 100 заработал. Видите, насколько эффективнее игроки дешевые. Команда же практически одинаковая. Здесь 6 игроков по 2000, а здесь 4 игрока по 2000. Ну, они немножко дешевле были куплены. Но вот эти вот 2 игрока по 500 сильно повышают процент дохода, да. Они дали всего лишь 1000, но эта 1000 энергии была практически бесплатная. Потому что здесь заработано с 12 тысяч 84 БСВ, а здесь с 9107 БСВ. И это 79% от вложенного. От этих 137. Вот такие вот примерно, ребята, у меня получились результаты. Как видите, все довольно-таки неплохо. Видите, здесь с 10 тысяч получилось 138. Кстати, даже поэффективнее, чем вот здесь с 9 107. Здесь с 9 120 получилось. А здесь с 6 тысяч получилось 140. Вот команда на 1000, ну это было must have. Кто совсем в эконом-режиме, должен был покупать вот такую команду. Опять же, о чем было видео, ребята. И в Телеграме, вступайте в Телеграм-чат и в Телеграм-канал. Там вы не пропустите такую информацию о том, как можно заработать. Еще и в деталях, вот прям разжевано все, бери. Абсолютно без риска можно было заработать до пару сот БСВ. Но если тут давайте посчитаем, не знаю, здесь, наверное, здесь не все аккаунты. Здесь посчитаны как раз, по-моему, те новые аккаунты, которые я докупал. 10, 12, это все докупалось. Давайте посмотрим, сколько суммарно вот по зелененьким этим цифрам я чистыми, абсолютно чистыми получил. Это 750 БСВ. Вот эти команды я докупил. А сколько я вкладывал? Ну, получилось, смотрите, я 728, вот сумма 728, я вот просчитал вот, сумму потраченную на NFT, я потратил на NFT 728 и получил, в общем-то, столько же плюсом отдачи. Ну, очень даже крутой результат, ребята. В общем, я БСВ продавать не буду, я буду ждать минимум 2, чтобы их продавать. Я готов подождать, ребята, и годы 2. Так, теперь напомню еще, что будет, в общем, с этими игроками. Нам, по-моему, вот уже скоро должны будут объявить возможность обмена этих игроков на какие-то другие NFT, у которых будет какой-то бонус. То есть NFT-шки, которые будут повышать то ли процент там с фарминга, либо с ланчпула, либо еще каким-то образом они будут иметь возможность повышать наш доход на платформе BSwap. Так что, если кто еще не зарегистрировался, переходите по ссылке реферальной, обязательно регистрируйтесь, чтобы не пропустить вот эти вот все возможные бонусы и кэшбэки, которые будут. Ну, я так понимаю, то есть пока еще 2 дня минимум есть люди, у которых контракты не закончились, то есть пока все отыграют, потом будем ждать уже анонса, не помню точно месяц, что-то мне кажется, по-моему, вот уже в этом или в следующем, по-моему, летом они обещали сделать, раскрыть секрет, на какие именно NFT будет происходить обмен. Мне кажется, это будет какая-то вот разновидность вот этих робиков или что-то вроде того. Ведут просто для владельцев новых NFT-шек какой-то дополнительный бонус, который будет, допустим, мы заходим в раздел стейк BSV, заходим куда-то, например, в ланчпул, там, где мы стейкаем наши монетки, и тут будет сверху какая-то строчечка, вот, такой-то плюс там 5% к любому из пулов, благодаря тому, что у вас есть на балансе вот какие-то новые NFT-шки. Ну, так примерно на NomiSwap, да, работает вот этот суммарный холдер бонус. Он повышает ваш процент дохода от всего, что есть на платформе. Ну, это в общем-то, мои чисто догадки, ребята. Ну и вот да, напоследок давайте посмотрим вот эту вот геройскую команду, которая принесла 320%. Вот так вот они выглядят. Покупались по 2.5-2.6 BSV. И очень неплохо они отработали. Ну что, ребят, на этом, в общем-то, великая эпоха игры в кальмара закончилась. Ну, такой шары, наверное, уже больше не будет, как минимум на площадке BSwap. Это была просто раздача монеток. Та же ставгейм тоже позволяет неплохо зарабатывать. По ставгейму можно будет там отдельно как-то посчитать, но я там уже тоже заработал не 100 BSV, поскольку мне выпадал и самый крутой работник. Давайте, в принципе, давайте зайдем в ставгейм. Что у меня здесь есть? Ну, здесь самые простецкие работники, как видите, 300% годовых. Ну, здесь я получу всего лишь 5 BSV, там 3 BSV. Но у меня выпадал игрок, в который приносил мне и 12, по-моему, и 20, и 67 BSV. Самый крутой, который возможен в мире ставгейма, мне тоже выпадал.
Так что вступайте в телеграм-канал, чтобы не пропускать все возможные активности, которые здесь проходят. Biswap, в общем-то, не жадничает. И довольно много разных активностей, разных новых пулов. Например, вот Holder Pool, который дает дополнительные бонусы. Если у вас здесь было 500 монет, то вы могли положить на один из этих двойных пулов. Вот здесь вы ложите BSV, а зарабатываете BSV плюс BTC. Вам капает. Видите, то есть мне накапало уже там $3 там, $3 там, $6. Вот в этом пуле, который, ну, раньше запустился, здесь у меня уже накапало, видите, $6 и $7. То есть, если у вас есть 500 монеток в Holders пуле, вот в этом пуле, пул, который блокирует средства на 3 месяца, это для долгосрока, но он дает вам бонусы. Появляются новые пулы, в которых вы можете участвовать, ребята. И, кстати, вот появился новый пул, который я немножко, наверное, прозевал. У него сейчас, видите, доходность еще 583%. Скорее всего, он был добавлен только сегодня. В общем, на этом, ребятки, я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.